Как кино задает нереалистичные стандарты для любви? Ленин говорил, и это правда релевантная подводка, что кино важнейшее из искусств. Кино — это правда очень важная часть культуры, которая нас формирует и которая оказывает влияние на нашу личность и на то, как мы воспринимаем мир вокруг нас. И практически в каждом фильме есть любовная линия. Я думаю, что вы уже понимаете, к чему я клоню. Мое детство пришлось как раз на ранние нулевые. Это был бум романтических комедий, которые я тогда запойно смотрела и до сих пор нежно люблю. И вот не знаю, как вам, но мне лично такие фильмы навязали абсолютно нереалистичное представление о любви. Сюжет стандартного ромкома строится следующим образом. Кто-то кого-то обязательно добивается, после чего герои влюбляются, у них происходит какое-то кружение в слоумо под лиричную музыку, зачем следует драма, какая-то ссора, склока, расставание, после чего герои ищут друг друга, преследуют, как-то добиваются прощения, это прощение, собственно, происходит, все, примирение, классно, кружение опять в слоумо, жили они долго и счастливо, и все, титры. И я лично вот формировалась именно с таким вот представлением о любви. Я думала, что, наверное, это и есть любовь, раз ее так показывают. Если он выслеживает тебя после того, как ты сказала ему, что ты не хочешь его видеть, наверное, это любовь. Если ты разбиваешь сердца другим людям, потому что не можешь забыть одного того самого, твою настоящую любовь, наверное, это как раз любовь и есть. Если тебе постоянно плохо, но вы катаетесь в карете по заснеженному Нью-Йорку, наверное, это любовь. Если он проникает к тебе в комнату и смотрит, как ты спишь, ведь это так мило, наверное, это любовь. Если все ваши отношения похожи на одни огромные эмоциональные качели, наверное, это любовь. Если тебе постоянно больно, наверное, это любовь. И в конце все точно будет хорошо. Но вот я выросла, протрезвела от юношеских заблуждений и выяснила, что то, что нам фильмы выдают за любовь, на деле является манипуляциями, сталкингом, абьюзом, эмоциональным насилием и вообще, в принципе, всем чем угодно, только не здоровыми, нормальными взрослыми отношениями. Поэтому в сегодняшнем видео я хочу поговорить о том, как кино врет нам про любовь. Сегодня мы с вами на примере разных фильмов будем смотреть, какие именно токсичные установки и абьюзивные паттерны поведения нам пытается продать кино под видом сказочной One True Love, и поговорим о том, почему в реальной жизни все это не работает. Делать мы все это с вами сегодня будем в основном на примерах романтических комедий, просто потому что это моя специализация, как я уже говорила, и просто это очень популярные фильмы, в которых вообще идеально наглядно видна любовная линия. Начать хочется с чего-то основополагающего. Все фильмы, особенно ромкомы, сводятся к тому, что любовь — это главное в жизни человека, что без любви человек не может быть счастливым и полноценным, хотя на деле это не совсем так. Давайте вспомним хотя бы гениальный фильм «Москва слезам не верит». В нем главная героиня, Катерина, невероятно успешная женщина, она аж директриса завода, у нее своя большая квартира, своя классная машина, работа, карьера, своя дочь, которую она воспитала самостоятельно, из которой у нее сложились просто великолепные отношения, у нее куча подруг, свои там какие-то увлечения и интересы, и все такое. И тем не менее, всю вторую часть фильма нам показывают, как исключительно несчастна Катерина, просто потому, что у нее нет мужа. Я не хочу обесценивать опыт людей, которые в этом жестоком мире просто хотят любви. Я хочу только сказать о том, что я лично не знаю, пожалуй, ни одного фильма, где речь идет о счастливом, одиноком человеке, или там, например, где главная героиня разводится и счастлива, или где, в принципе, просто вот опять же человек не состоит в отношениях и живет свою классную, полноценную жизнь. Я могу привести в пример разве что тоже советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная», там как раз вот такой посыл, в конце там главная героиня выбирает себя, но тем не менее этот выбор предваряют, сколько там, 1,5 часа ее мытарств и попыток найти любовь, потому что она тоже несчастна одна. Зато тех фильмов, где единственная цель женщины — это выйти замуж, и где вся ее жизнь до появления в ее жизни того самого единственного ничего не стоит, я знаю приблизительно, очень много. Взять хотя бы ту же самую Бриджит Джонс. Главная героиня страдает, потому что ей уже за 30, и она все еще не замужем. И вокруг нее все тоже из-за этого страдают. И все ее существование сводится только к тому, чтобы найти партнера, потому что без него она совершенно бесполезна. Хотя у Бриджит, как и у Катерины, параллели, которые мы заслужили, в целом все классно. Она живет в центре Лондона, работает в неплохом издании, у нее есть карьера, куча
куча друзей, она харизматичная и классная. Но нет, она одна ничего не стоит. Наш мир, он в принципе очень парочкоцентричный, он в принципе очень такой ориентированный на любовь. Тут всего по два, и все как будто бы вот, ну все как будто бы для пар, то есть все тебе вокруг, и так, все наше общество, вся наша культура кричит тебе о том, что, ну, ты какое-то приложение, ну, то есть, что ты часть чего-то, что одного тебя недостаточно. И эти фильмы, как часть нашей культуры, формируют в нас вот это чувство неполноценности. Мы просто половинки, и вся цель нашей жизни — это найти, собственно, вторую такую же. Мы обязательно должны найти своего принца Чарминга, и мы обязательно должны хотеть это сделать, потому что без него мы, ну, никто. Про одиноких же фильмов не снимают. Стандартный сюжет любой романтической комедии, как мы с вами уже обсудили, строится так. Главные герои встречаются, влюбляются, кружатся в слоумо под лиричную песню, дальше неизменно происходит какая-то драма, потом примирение и хэппи-энд. И вот на этапе между драмой и примирением слэш хэппи-эндом происходит чаще всего какая-то просто жесть. Главные герои друг друга выслеживают, они друг другом манипулируют, они ночуют, не знаю, там в машине под окнами у своей второй половинки, потому что, ну как это, мы же вот одно целое, мы же раз и навсегда, и так далее. Они друг друга добиваются, ну и все в таком духе. Вспомним хотя бы просто замечательный фильм, один из моих любимых, «Как отделаться от парня за 10 дней». Там главные герои после того, как весь фильм манипулируют друг другом, обнаруживают это и расстаются. Вследствие чего Энди, главная героиня, уезжает, как это часто бывает, в аэропорт, начинать новую жизнь. И главный герой, Бенджамин, едет за ней через весь Нью-Йорк на своем байке, на ходу останавливает ее на такси на мосту, чтобы сказать ей, что она занимается херней, и им нужно быть вместе. В фильме это все подано просто ужасно романтично, и я сама каждый раз существенно так хныкаю над вот этими финальными сценами. Но если перенести это все взаимодействие в реальную жизнь, это выглядит как-то очень странно. Вы узнаете, что чувак, с которым вы встречались, вас просто использовал. Разумеется, вы очень сильно обижаетесь, ну, там, расстаетесь с ним, бросаете его и уезжаете от него. Но вдруг он на своем байке догоняет ваше такси, на ходу на полной скорости его останавливает посреди моста, там, где останавливаться нельзя, платит таксисту, чтобы он вас там бросил, вас с ним наедине, с этим безумным чуваком, на мосту, под которым течет вода. Ну, в общем, как-то, ну, не самая какая-то приятная ситуация. Но, опять же, повторюсь, в этом ромкоме это подано как что-то просто ультра-романтичное. Как и в любом другом ромкоме, в принципе, потому что они все заканчиваются плюс-минус одинаково. И развитие сюжета, как мы уже говорили, как еще увидим дальше, у них у всех плюс-минус одинаковое, просто меняются декорации. Вспомним также фильм «Интуиция», один из самых идиотских фильмов, которые я когда-либо смотрела, и по совместительству один из моих самых любимых. Сюжет там следующий. Мужчина и женщина случайно сталкиваются в магазине, и у них мгновенно происходит коннект. Они проводят вместе один вечер, не зная даже имени друг друга. В конце вечера главный герой, Джонатан, пытается выяснить имя и телефон главной героини, но безуспешно. И вот следующие 7 лет Джонатан ищет Сару, а Сара Джонатана, потому что они оба уверены, что вот это настоящая любовь. Джонатан подкупает сотрудника того самого магазина, чтобы тот отдал ему чек, на котором должен быть написан адрес Сары, и накануне своей свадьбы он летит в другой город к ней домой, чтобы ее увидеть. Естественно, в конце нас ждет хэппи-энд. Они встречаются и любят друг друга в слоумо до конца их дней. Романтично, капец, я снова хныкаю на финальные сцены, вообще замечательно, все под красивую музыку, но опять же перенесем это в реальную жизнь. Какой-то непонятный чувак, которому ты не захотела давать свой номер телефона, 7 лет выслеживает тебя по всей стране просто потому, что он уверен, что это настоящая любовь, хотя ты с ним провела буквально только один вечер. Что конкретно в этом романтичного еще раз? А еще в фильмах часто бывает такое, что главная героиня говорит, что ей сейчас не нужны отношения, или что конкретно этот главный герой ей не подходит. Но последний не сдается, он начинает ее упорно добиваться и ждать. В итоге он добивается, прошу прощения за тавтологию, своего, в конце они остаются вместе, все счастливы, и зритель воспринимает
воспринимает это как капец какую романтику. Не совсем ромком, но пример релевантный. Потрясающий по концентрации жести и угара фильм «Сумерки». В нем Джейкоб говорит Белли, что он всегда будет рядом и всегда будет ее ждать, хотя она говорит ему, кучу раз, что она не сможет дать ему то, что он хочет. Жесть же. А я, когда смотрела эту франшизу в более раннем возрасте, воспринимала все происходящее просто как невероятную вообще романтику, какую-то красивую историю любви и так далее. Вообще, что? У меня есть, кстати, отдельный разбор на фильм «Сумерки», если хотите, посмотрите его, он очень классный. Все вот это формирует в нашей голове как раз вот этот исключительно вредоносный стереотип, что женщины в отношениях просто ломаются, или когда говорят, что они не хотят начинать эти отношения, они тоже просто ломаются, и их нет, значит, да, просто на них нужно посильнее надавить своей вот этой мужской животной энергией. В моей жизни не раз было такое, что я отвечала отказом на предложение парня начать встречаться, и в ответ получала, как ты можешь знать, что я тебе не нравлюсь, если ты даже еще не попробовала со мной встречаться? Что само по себе ужасно глупо. Меня караулили возле дома, меня поджидали в тачке после моих занятий, и, в ромкомах, наверное, это все выглядело бы очень романтично и под лиричную музыку, и закончилось бы, неизбежно кружением в слоумо, но в реальной жизни мне было капец как страшно, и ничего романтичного вообще в этом не было. И все это подводит нас к следующему пункту. Этот пункт является, как я уже и сказала, логичным продолжением предыдущего. Если женщину в отношениях нужно добиваться, то и в сексе или в любой другой интимной близости ее также нужно добиваться. Если женщина сказала «нет», это не значит «нет», это значит, что тебе нужно просто проявить побольше напористости. Просто женщина ломается, она же должна быть, недоступной. Она на самом деле тебя хочет, просто, опять же, ломается, и значит, ее обязательно нужно доломать. Вспомним фильм «Дьявол носит Прада». В нем главная героиня Энди после расставания со своим молодым человеком идет на свидание с парнем. Все идет хорошо, и в какой-то момент их прогулки он хочет ее поцеловать. На что Энди говорит, что не хочет этого, что она не готова и так далее. Но Кристиан проявляет настойчивость, все равно ее целует, уламывает ее, и она с радостью соглашается. Все это подано, разумеется, в исключительно романтическом контексте, хотя, по сути, если разложить эту ситуацию, это самое, что ни на есть домогательство. И это, на мой взгляд, один из самых вредоносных тропов. Во-первых, потому что мужчины смотрят такие фильмы, и это не обязательно «Дьявол носит Прада», просто уламывание женщин — это вообще, в принципе, очень популярный троп во всех фильмах, не только в романтических комедиях. Так вот, мужчины смотрят фильмы с такими сюжетными ходами и понимают, что, ага, понятно, мне нужно ее домогаться для того, чтобы завоевать ее расположение, мне нужно проявлять напористость, окей, ясно, все, понял, я буду целовать ее даже когда ей этого не хочется, потому что это романтично. И я сейчас, разумеется, ни в коей мере не оправдываю вообще никак это поведение, просто мне кажется, что вот такая вот репрезентация личных границ в культуре, в том числе, нормализует и формирует, в принципе, вот такое насильственное отношение к женщинам в нашем обществе. С другой стороны, девушки, которые воспитываются этими же самыми фильмами, думают, ага, окей, понятно, то есть, когда мужчина целует меня без разрешения, даже если мне это не особо нравится, это нормально, это романтично, потому что мужчина должен быть настырным, и он должен меня добиваться, даже если мне это не особо приятно. И получается, что мы все формируемся вот этим довольно жутким сюжетным ходом. Мужчина альфач, и ему не нужно спрашивать вообще ни у кого никакое разрешение. Он может в любой момент поцеловать любую женщину, и даже если ей этого не хочется, в процессе она все равно этого захочет, и она тут же в него влюбится. Также в этом пункте можно вспомнить замечательный фильм «Дневник Бриджит Джонс», на который у меня тоже есть отдельный разбор. В нем герой Хью Гранта, Дэниел, постоянно домогается Бриджит на рабочем месте. Он отправляет ей неуместные комментарии, отпускает сальные шуточки, лапает ее в лифте. Любой HR вам скажет, что это максимально неадекватное и непрофессиональное поведение. Но в фильме это подано, наоборот, очень романтично. Бриджит хихикает и радуется такому вниманию со стороны Дэниела, что, опять же, подсаживает нам в голову идею, что вот такое отношение к женщинам на рабочем месте — это, нормально и приемлемо, и что все вот эти вот сальные комплименты, неуместные шуточки и комментарии, и лапанье, в лифте — это не повод написать огромную жалобу в отдел кадров, а комплимент. И это просто ужасно.
Абсолютно любой ромком развивается, как мы с вами уже несколько раз обсуждали, по одному и тому же сюжету. Герои встречаются, влюбляются, кружатся в слоумо, дальше происходит какая-то драма и мытарство, после чего случается драматичное примирение, и все, жили они долго и счастливо. И вот эта драма, вот эти мытарства, вот эти бесконечные эмоциональные качели — это неизбежное условие вот этой сказочной one true love. Когда тебе постоянно больно, когда вы сходитесь и расходитесь каждые 10 минут хронометража, вот это и есть настоящая любовь. И зрителю это точно так же и преподносится. Это не какие-то, дисфункциональные, ужасные, плохие отношения, которые не работают и из которых всем нужно срочно валить. Нет, это страсть и романтика. Идеальный пример в этом пункте — это фильм «Когда Гарри встретил Салли». Там всю дорогу происходит просто какая-то жесть. Они постоянно общаются, встречаются, сходятся, расходятся, ранят друг друга, плачут, и все для того, чтобы в конце Гарри сказал Салли: «Я люблю, что ты мерзнешь, когда на улице 24 градуса тепла, и как ты хмуришься, когда смотришь на меня, как на безумца», и все стало хорошо. И в какой ромком ни ткни, вот везде так. Давайте снова вспомним, как избавиться от парня за 10 дней. Там Энди влюбляет в себя Бенджамина, им так хорошо и весело вместе, ну вообще. Потом она его изводит, издевается над ним, потом снова все хорошо, потом они снова расстаются, и в конце снова воссоединяются. Ну и в каком месте это романтично, если переложить это на реальную жизнь? Но это же даже звучит ужасно, если убрать все вот эти вот смазливые картинки и приятные саундтреки. Эти фильмы учат нас тому, что в настоящей любви тебе постоянно должно быть больно и плохо, но это все потом будет в конце скомпенсировано каким-то роскошным, каким-то красивым, романтичным жестом, и все будет в порядке, и так до следующего раза. На самом деле это похоже в реальной жизни, опять же, ни на какие не романтичные отношения, а на цикл абьюза, и именно поэтому мы привыкли, воспитанные на таких фильмах, игнорировать огромные красные флаги в начале отношений и в процессе отношений, потому что мы думаем, что это абсолютно нормально, когда вы постоянно ссоритесь и сходитесь и расходитесь каждую неделю, ну ведь во всех ромкомах именно так. У меня самой так было. Большая часть отношений из тех, в которых я состояла до своих нынешних отношений, строилась на постоянном просто развале и схождении. Ну, в смысле, мы постоянно расставались и сходились снова. Это были постоянно какие-то сопливые просто крики, оры и истерики со всех сторон, и потом такие же драматичные, какие-то страстные, как это показали бы в ромкомах, примирения. На самом деле, ничего романтичного, ничего привлекательного, ничего киношного в этом нет. Это все ужасно изматывающая и нездоровая вообще жизнь, правда. Почти во всех романтических комедиях главным героям для того, чтобы быть вместе, необходимо хотя бы раз, хотя бы на каком-то этапе отношений врать, манипулировать, обманывать, скрывать, юлить, недоговаривать и все такое. Есть такой замечательный фильм, один из моих самых любимых, он называется «Вам письмо». И этот фильм — это просто идеальный пример того, как кино романтизирует в отношениях просто откровенные манипуляции, выдавая это за любовь. Там дело вот в чем. Главные герои ненавидят друг друга по причине столкновения бизнес-интересов. При этом они анонимно общаются друг с другом по переписке, не зная этого. В итоге главный герой Джо узнает, что женщина, которую он ненавидит в реальной жизни, это и есть его подруга по переписке, раньше, чем об этом узнает Кейтлин. И он начинает газлайтить ее и манипулировать ей как только можно, потому что она ему нравится, и они, очевидно, должны быть вместе, но чтобы это произошло, она должна полюбить его в реальной жизни. Он в переписке и в реальной жизни делает все, чтобы ей понравиться. Он начинает подстраивать их случайные встречи, втираться к ней в доверие и так далее. Он заканчивает за нее предложение и навязывается к ней в приятели, хотя она его ненавидит и много раз ему говорит, чтобы он от нее отстал. Это опять же к вопросу о том, что добиваться это романтично. И в итоге, когда она все-таки узнает, что чувак из переписки это и есть Джо, она этому очень рада, потому что вот так вот он ее прекрасно наманипулировал. И я опять же хныкаю над финальными сценами этого фильма. О боже мой, это так романтично, посмотрите, как он ее добивался, какая она идеальная пара, как он шел к своей цели, не видя препятствий и все такое. Но опять же, если посмотреть на этот фильм в разрезе реальной жизни, ну это просто какой-то кошмар на самом деле. Еще в этом пункте хочется вспомнить фильм «Хитч». Его я тоже отдельно разбирала на канале, и там есть уже ставшая легендарной среди нас с вами
шутка про школу для птиц, поэтому если вы не видели этот разбор, посмотрите его. Так вот, там главный герой — консультант по отношениям. Он изучает биографии девушек и придумывает план, как мужчине, который ему заплатил за эту работу, к ним подкатить. Как их слушать, какие вопросы задавать, о чем говорить, что они любят, что не любят, какие у них слабые места. То есть все то, что нормальные люди узнают в процессе, собственно, свиданий. Но эти мужчины с подачи Хитча знают все это заранее, из-за чего им очень просто обманом и манипуляциями расположить к себе этих дам. При этом Хитч хороший парень, он, в общем-то, сам о себе так и говорит. Ты заставляешь женщин хитростью. Снять оборону, чтобы у отличных парней, таких как Альберт Бреннемен, появился шанс. На самом деле, это так немного офф-топ, я очень сильно устала от этой всей риторики хороших парней. Вот, мол, мы хорошие парни, нас никто никогда не выбирает, всем нужны мачо. Отчасти это действительно так, потому что большинство главных героев в кино — это именно мачо, которым наплевать на женщины, которые вообще ужасно к ним относятся, и потому что женщины воспитываются на таких фильмах, собственно, мы и ищем себе такого же мачо и такого же плохого парня в реальной жизни, потому что кино нам обещает, что нас взамен на этот невыносимый характер ожидает какая-то невероятно красивая история любви. А с другой стороны, по-настоящему хороший парень никогда не стал бы говорить о себе сам вот так вот, именно в контексте жалобы. И вообще, женщины на самом деле любят очень хороших парней. Вот кого мы не любим, так это парней, которые притворяются хорошими для того, чтобы получить что-то взамен, и которые обижаются, когда они этого не получают. Ну, это так, лирическое отступление. И все это, опять же, подается и воспринимается нами, зрительницами и зрителями, как что-то просто невероятно романтичное, хотя на самом деле в реальной жизни любые манипуляции, газлайтинг, какие-то уловки, недомолвки и так далее, неважно во имя какой цели, это очень-очень-очень плохая идея, и ничем хорошим это никогда не закончится, и никакой романтикой тут даже и не пахнет вообще. А вот из таких фильмов мы усваиваем вот эту идею, что на манипуляциях, во-первых, можно построить какие-то хорошие, здоровые отношения, а во-вторых, какой-то обман внутри этих отношений может быть благоприятным, если он во имя одной какой-то большой любви, что, конечно же, не так. Абсолютно во всех ромкомах, да и вообще во всех фильмах, где есть любовная линия, именно мужчина добивается женщину. Именно мужчина проявляет знаки внимания, именно мужчина делает первый шаг, именно мужчина зовет на свидание, именно мужчина предлагает выпить кофе, именно мужчина делает какой-то большой романтический жест, чтобы она все поняла. Всегда женщину добивается только мужчина. Всегда мужчина и является инициатором вообще всего. Я реально сходу не могу вспомнить ни одного фильма, где инициаторкой чего-либо вообще на любом этапе отношений была женщина. И, я не знаю, если вы такие помните, то напишите такие в комментариях, но я, правда, таких не знаю фильмов, видимо. И мне кажется, что это плохо вообще для всех. Мужчины чувствуют себя обязанными делать первый шаг, хотя они могут быть по природе стеснительными и, в принципе, не очень свободными в общении. Но, тем не менее, они должны, превозмогая и как-то не боясь страха отказа, все равно идти и приглашать этих несчастных девушек на свидание. Тогда как эти самые несчастные девушки должны сдерживать свой интерес и свою инициативность, потому что иначе общество клеймит их слишком напористыми, ведь девушка должна быть загадочной и недоступной, и в эту концепцию как-то не вписывается, чтобы девушка подошла к парню, который ей понравился, и сказала ему, собственно, об этом. И вот мужчина, превозмогая себя, собирается с мыслями для того, чтобы предложить женщине пойти выпить кофе, и это занимает у него примерно год, а женщина сидит и смиренно вообще терпит просто пока что-то произойдет, потому что ей нельзя брать инициативу в свои руки, ведь в кино такого не показывают, это не романтично абсолютно, когда женщина берет всю ситуацию, в общем-то, под контроль. И на самом деле это просто ужасный и тупой стереотип, что девушки не могут первыми проявлять инициативу, потому что это никому не выгодно, и пусть все делают то, что хотят, и это вообще абсолютно ко всем аспектам нашей жизни применимо. Какой фильм не возьми, в 99,9% случаев главные герои — это максимально конвенционально привлекательные люди. Они преимущественно белые, высокие, худые, накачанные, с большой грудью и так далее по списку. И это даже не про вранье в кино, а про формирование идеалов красоты, о чем мы с вами уже не раз говорили на канале и обязательно продолжим это делать. Ты смотришь на людей на экране, которые совсем не похожи на тебя, и думаешь, а заслуживаю ли я вообще любви, если
те люди, у которых есть любовь, выглядят совсем не так. Я знаю очень мало примеров фильмов и сериалов, в которых главные герои неконвенционально красивые люди. Более того, в большинстве кино даже второстепенные персонажи суперконвенционально красивые люди. А если не, то чаще всего это комедийные персонажи, как, например, в том же Хитче. Там Альберт, очевидно, неконвенционально красивый персонаж, но также персонаж, очевидно, и комедийный, хоть он и нашел счастье со своей конвенциональной красоткой. И опять же в этом же контрасте и заключается комедия. На самом деле, разумеется, любви заслуживают абсолютно все люди на свете, а не только те, которые выглядят так, как будто бы они могут сниматься для обложек, глянцевых журналов. Ну, собственно, они для них и снимаются. В общем, короче, это очень токсичная идея и совершенно несправедливая. А еще частый троп в кино, когда девушка из дурнушки превращается в красотку. И только после вот этого перевоплощения она получает, все желаемое. Любовь, успех, популярность и много чего еще. Таких примеров, правда, миллиард. Дневники принцессы, дурнушка Бетти, Clueless, Не родись красивой, в конце концов. Прям правда очень много. Это очень популярный сюжетный ход. Есть просто миллиард вот таких фильмов, которые показывают, что кудрявые девочки в очках и с брекетами — это дурнушки, это фотки до, это какие-то гадкие утята. И, разумеется, опять же, возвращаясь к разговору о том, как кино формирует наши, стандарты красоты, идеалы красоты, это все, разумеется, навязывает комплексы. Ты себя и чувствуешь, будучи вот такой девочкой, как гадкий утенок, в общем-то, и все ждешь этого перевоплощения, только все вокруг тебя перевоплощаются, а ты почему-то нет, и поэтому ты не заслуживаешь в этой жизни вообще ничего хорошего. Это абсолютно ужасно, и эти девочки не замечательные, чудесные и красивые, как и все остальные девочки на свете. Но вообще вот этот вот троп с перевоплощением, он настолько популярный и настолько проблематичный, что о нем можно снять отдельное видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы хотели бы такое посмотреть. Самое главное вранье в репрезентации отношений в кино — это то, что нам не показывают как таковые отношения. Все любовные линии в кино — это какая-то гормональная, драматичная, подростковая, абьюзивная первая любовь, которую играют конвенционально привлекательные взрослые люди. Все, что нам показывают в фильмах, это ненормальные отношения. И дело даже не в том, что вся вот эта киношная романтика — это сталкинг, манипуляции, абьюз и все остальное, что выдается за какие-то невероятные классные отношения, а в том, что по большей части отношения — это то, что следует за вот этим конфетно-букетным периодом, после вот этого первого полугодия, когда у вас сплошные радуги, бабочки и What a Wonderful World на фоне. Настоящие серьезные отношения, если я имею право говорить об этом, находясь уже 5 лет именно в таких, они, совсем не похожи на это кино. Разумеется, в нормальных взрослых отношениях есть и любовь, и романтика, и всякое такое, но там также есть и что-то более глубокое построение совместных планов на будущее, например, преодоление каких-то трудностей, как пара, как команда, обучение этой командной работе постоянно, и какое-то совместное развитие, не только кружение в слоумо происходит, но прикол в том, что ромкомов про нормальные, серьезные взрослые отношения почему-то не снимают, хотя это было бы, совершенно не скучно, как мне кажется. Нет у нас фильмов про людей, которые там, 5 лет состоят в отношениях со сценками вроде «он в 9 вечера херачит в ближайший магазин под домом, потому что дома закончились огурцы, а она очень хочет салат». Но ведь это же и есть любовь. И мне кажется, что отсутствие репрезентации серьезных, здоровых отношений в кино и культуре — это одна из множества причин, почему у нас в отношениях иногда возникают кризисы. Потому что мы из того же самого кино и из той же самой культуры прекрасно знаем, как выглядит влюбленность, и мы ожидаем, что всю жизнь так и будет, потому что все ромкомы заканчиваются тем, что главные герои кружатся в слоумо под какую-то лиричную песню с намеком на то, что дальше их жизнь будет складываться именно так. Они всегда будут так счастливы, они всегда будут так беззаботны, они всегда будут так безумно друг в друга влюблены. Он всегда, сколько там, 50 или сколько еще им отведено лет супружеской жизни, вот он всегда так и будет стоять на этой пожарной лестнице с розами в руках, пока она смеется в окне, хотя он боится высоты. Но любовь — это гораздо больше и гораздо круче влюбленности, и когда спадает вот это головокружение первого полугодия, мы оказываемся просто в очень интересных, занятных, захватывающих, стабильных, классных отношениях. Но мы впадаем в истерику, потому что как функционировать в этом нас никто не учил. Мы переживаем, что мы потеряли искру, что нас сожрал быт, мы обвиняем в этом партнера, начинаем ссориться и так далее. И все это именно потому, что на экране никто никогда не оказывался в таких ситуациях, и мы, наоборот, привыкли
привыкли к тому, что настоящая любовь, вот прям такая, какой она должна быть, это всегда накал страстей и какие-то дикие эмоциональные качели. Вот так вот должно быть всегда. И это я все к тому говорю, что было бы здорово, если бы у нас в кино и в культуре было больше репрезентации нормальных, здоровых отношений. Причем как в контексте влюбленности, потому что даже если рассматривать то, что нам в фильмах показывают как влюбленность, это все равно максимально нездоровая херня какая-то, так и того, что следует за этим, собственно, просто каких-то нормальных, здоровых отношений. Особенно в части быта, потому что это самая пугающая часть серьезных отношений. В качестве заключения я хочу поговорить о том, в чем заключается опасность вот этого вранья в кино, и почему все это не просто так. Здесь есть два аспекта. Первая опасность, как будто бы и не опасность совсем, а просто такое занятное наблюдение. И оно заключается в том, что ты воспитанная на вот таких фильмах, где любовь — это постоянно какие-то широкие жесты а-ля катание по зимнему заснеженному Нью-Йорку на карете, постоянно это ищешь. И не находишь, разумеется. У тебя формируются очень нереалистичные представления о романтике и выражениях чувств. И ты думаешь, ну, блин, мы уже, 2 месяца встречаемся, почему я все еще не лечу на воздушном шаре в Каппадокии, в красивом платье, под какую-то лиричную музыку, что такое, он что, меня вообще не любит, что ли? Ты постоянно ждешь каких-то супер изобретательных свиданий, каких-то невероятно красивых и широких жестов, и обычной какой-то бытовой романтики, ну, приземленной, адекватной вообще, тебе кажется недостаточно, именно потому что фильмы, которые ты смотрела и на которых ты росла, всю жизнь тебе говорили, что, ну, как бы этого недостаточно, и ты думаешь, ну, блин, значит, он меня не любит. В смысле, ты просто мне подарил цветы без повода, а не читаешь историю нашей жизни, которую ты записал, страдающей деменцией мне в доме престарелых. Ну, в смысле. Вторая опасность, как раз уже опасность непосредственная. Ты воспитываешься вот такими фильмами, где сталкинг, абьюз, манипуляции, эмоциональные качели и все остальное, что мы с вами обсуждали в процессе этого видео, выдаются за настоящую любовь. И ты, точно так же, как и с какими-то красивыми, широкими жестами, тоже всю жизнь это ищешь, только в этот раз находишь. Ты игнорируешь красные флаги в отношениях, потому что фильмы, на которых ты выросла, говорили тебе, что все это романтичная мелодия, никакие не тревожные звоночки. И в итоге ты с удовольствием и с огромной радостью вляпываешься из раза в раз непонятно во что просто. Ты постоянно страдаешь и думаешь, что это нормально, потому что, опять же, в 100-й раз скажу, ты росла именно вот на таких примерах. И это очень страшно. Тебя могут там, не знаю, караулить возле дома или выслеживать твое местоположение, и ты будешь думать, он такой заботливый, он переживает о моей безопасности. Или тебя могут прижимать к стене, когда тебе этого совершенно не хочется, и душить тебя поцелуями, когда тебе это вообще не надо, и тебе этот человек даже не нравится. И ты будешь думать, ничего себе, у него такая животная энергия, это так романтично. Я, естественно, утрирую, но в целом, понимаете, о чем я? Поэтому, наверное, я так часто под своими этическими разборами получаю комментарии в духе, ну вот так, как ты говоришь, чтобы все прям друг друга вот любили и уважали, и этично друг к другу относились, чтобы не было никакой драмы и переживаний, так было бы неинтересно смотреть. Потому что мы привыкли, что настоящая любовь, как нам ее рисуют фильмы, это постоянные переживания, это эмоциональные качели, это какие-то преодолевания, это какие-то страдания, это полярное что-то. Настоящая любовь, она то вообще невероятно романтичная и красивая, и ты так счастлива, и это навсегда, то это максимально просто больно, страдальчески вообще для всех, и это тоже навсегда, и у тебя всегда будет разбитое сердце, а потом снова это красиво там и так далее по списку. И этого же мы ищем в реальной жизни. В том числе поэтому мы так радостно выбираем себе мудаков, которые ужасно к нам относятся, ведь он не такой, как все, и я смогу растопить его сердечко, и у нас будет любовь вот прям как в фильмах. И это, кстати, тоже очень частый киношный троп, который на нас очень сильно влияет. В кино часто вот такие, не такие, как все, какие-то травмированные, грубые мужчины становятся романтическим интересом главной героини, и она вот решает, что он просто не понят миром, и она его обязательно поменяет, и вот у них все будет хорошо. И в итоге так и происходит, потому что это кино, блин, и он к концу фильма превращается в заботливого и вдумчивого партнера, которого она смогла вот так вот раскрыть. В реальной жизни так не бывает. Обжигались уже. В общем, подытоживая, на мой взгляд, все, что нам демонстрирует поп-культура как отношения, на самом деле является такой первой
болезненной любовью, которую очень многие люди, в том числе и я, вспоминают, ну, прям с содроганием вообще. И это постоянные крики, слезы, оры, швыряние вещей, какие-то страстные примирения и поцелуи, и все по новой. И вот, я не знаю, может быть, я уже пожила и просто уже, знаете, разочаровалась в этой жизни и в отношениях, но ничто из вышеперечисленного теперь не звучит для меня как нормальные отношения и адекватная, здоровая, взрослая любовь какая-то. Ну, правда. Блин, ну, по-моему, гораздо лучше, когда вот у вас есть какие-то планы на будущее, когда вы просто спокойно, прикольно живете вместе, когда вы много всего пережили вместе как пара, и кризисы были, и хорошие моменты тоже были, и вы вместе со всем этим справлялись, когда вы знаете друг друга, когда вы ходите на классные свидания, когда у вас есть кто-то, с кем вы можете поделиться чем-то самым радостным и самым несчастным в вашей жизни, и вас всегда послушают и поддержат, и всегда будут рядом, без постоянных вот этих вот мы сошлись, мы расстались, мы снова вместе. Нахера это надо вообще? В какой вселенной это вообще хорошие какие-то отношения? Я не понимаю. Я хочу, чтобы я... Боже мой, я всю жизнь хочу собирать пазлы и пить чай. Все, мне больше и решать сканвордом. Мне ничего не надо уже от этой жизни. Мне все уже понятно. Ну, в общем-то, на этом можно закончить сегодняшнее видео. На сегодня у меня для вас все. Спасибо вам огромное, что вы его посмотрели. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Если это так, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком, комментариями и все такое, потому что это очень помогает продвижению моих видео, хотя YouTube не особо жалует феминистский контент, но это вообще это отдельная история. В общем, да, я бы очень хотела послушать, что вы думаете на этот счет. Пожалуйста, пишите комментарии внизу. Я очень люблю с вами болтать, когда у меня есть на это силы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой личный канал. Я надеюсь, что у меня появится время туда что-то делать скоро. Подписывайтесь на мой... Слушайте мой подкаст, который выходит у меня со студии Толка, называется «Пищевая ценность». Ссылка тоже в закрепленном комментарии будет. Ну и вообще, будьте умничками, берегите себя и своих близких, и увидимся с вами на следующей неделе. Peace. Ну, у меня все равно ничего не получится. Блин, нет. У меня ничего не получается. Мне этот гайд очень понравился. Стоит сказать о том, что я прочитала его целиком? Это не такое большое достижение, там 6 страниц всего. Где твои крылья, которые нравились мне? Это какая-то кавалькада затупов просто, реально. У меня слипается глаз от этих ресниц. Я хочу спать, и у меня сегодня был какой-то пиздец какой-то, а не день. Я не понимаю, что происходит, и это только начало. Я могла бы все 40 минут, сколько это видео идет, просто жаловаться, вот реально. Я боюсь, что у меня крыло загорится от свечки, просто полыхнет. Пов, ты прилетаешь к Фаусту и Мефистофелю на Вальпургиеву ночь. А там я сижу. Ваши действия. Ну, это будет вообще какой-то кринж, по-моему. Хотя, с другой стороны, о чем я здесь... Ну, посмотри на меня, чем я здесь занимаюсь. И это, на самом деле, такая тупость большая, потому что, например, вот у меня одни из самых счастливых моментов в моей жизни произошли именно когда я была одна. Потому что это не так пошло. Да в смысле, одни из самых, а другие из самых с тобой. Лёша, ты оторван от реальности. Я не могу повернуть голову, мне ничего не видно, потому что у меня капроновые колготки здесь развешаны просто. Ты знаешь эту песню? Я ничего не сказала? Прикинь. Я съехала башкой вообще. Я у себя в голове в очередной раз пропела вот эту песню «Где твои крылья», которые нравились мне. И почему-то я была уверена, что я сделала это вслух. Что за... Господи, мне надо больше спать.